Привет всем зрителям! Сегодня у нас второй день в зоопарке Шонбрунн в Вене. Что мы увидим? Мы увидим андского медведя. Мы с вами посмотрим на полосатых мангустов, вот на этих зверьков. Далее будет наблюдение за обезьянками. А это у нас красная панда. Мы внимательно посмотрим, как она лазит по деревьям. Будут пингвины. Итак, это Шонбрунн, парково-дворцовый комплекс в Вене. Про него я более подробно рассказывал в первом фильме. Мы с вами заходим с центрального входа, немножко пройдем по главной площади вот этого комплекса и зайдем в зоопарк. Вот видите, это дворец Шонбрунн, это летняя резиденция австрийских императоров, а когда-то даже императоров Священной Римской империи. Ну, здесь когда-то проводили, наверное, парады на лошадях, военные. А вот это вид немножко с возвышенности от фонтана. Фонтан сейчас не работает, уже выключен, он до конца сентября. Вот видите, площадка впереди – это фонтан. А дальше у нас газоны. Ну, мавританских газонов тоже уже нет, их убирают. Я обязательно сделаю съемку летом из Шонбрунна, там вид совсем другой будет. И вот этот комплекс. Справа и слева деревья, там огромный гигантский 160 гектаров парк. И часть этого парка занимает Шонбруннский зоопарк, самый старый зоопарк Европы. Погода прекрасная, это конец октября. Очень много туристов. Каждый год посещает зоопарк Шонбрунна больше 2 миллионов туристов. Итак, начинаем. Это у нас аквариум с тюленями, прочими моржами, морскими львами. Вот они, видите? Плавают. То есть можно смотреть сверху, а можно спуститься туда к воде. Сейчас мы с вами спустимся к воде и посмотрим на них, как они плавают. Он когда-то так подплывает, специально хвостом может ударить по воде, и вода через бортик обливает публику. Ну, летом на это, наверное, приятно. Мы с вами увидим, как это происходит. Ну, дети, конечно, с удовольствием. Вот я спустился вниз. Смотрим, сейчас будут проплывать. Вот они. Здесь есть время, часы такие, которые указывают время кормежки. У каждого павильона, у каждого вольера с животными есть такие часы. Можно специально приходить к времени кормежки. Вот он сейчас. Вот так вот. Махнул хвостом. Они специально выступают перед людьми, им нравится такое внимание. Здесь же у нас пингвины. Это небольшие пингвины. Я видел таких в Австралии.
Я был на очень интересное место. Это от Мельбурна на юг. Там есть побережье, куда приплывают огромное, где живут, гнездятся огромное количество пингвинов, и куда они каждый день приплывают с охоты. И вот по вечерам с наступлением сумерек там есть такой аттракцион, ну все это, там фотографировать категорически запрещено, шуметь запрещено, надо очень тихо, там есть такие трибуны. Люди садятся и просто молчат и смотрят. И в какой-то момент, наступает момент, с моря и из моря начинают выходить вот эти пингвины, их сотни, многие сотни, тысячи пингвинов. У них норы по берегу, вот видите, как он делает. И они приплывают, каждый несет в глотке, несет рыбку. Потому что там по их норам их ждут детишки, маленькие пингвинята. И вот они, вот смотрите, как они. У них очень такие нежные отношения. И вот смотреть, как эта толпа выходит на берег, и как они разбредаются по своим норам. Ну, конечно, такое удивительное зрелище. Иногда они плавают в поисках добычи, в поисках стаи рыбной. Им приходится проплывать десятки километров в течение дня. То есть это гигантское расстояние, то есть они плывут быстро. И иногда им приходится очень далеко плыть, чтобы найти добычу. Вот видите, здесь организован их вольер так, что тоже есть норы, где они живут. Вообще, если вы смотрели первый фильм про первый день в Шонбурне, я обращал внимание на то, как сделаны павильоны. То есть в этом зоопарке максимально условия приближены к реальным условиям жизни животных. Вот у них норы такие импровизированные. А мы с вами идем дальше. Вот эта территория зоопарка, то есть он не выглядит как какой-то вот прямоугольник, по периметру которого расставлены клетки. Это совсем другого типа зоопарк. Здесь все это кусок природы. Зоопарк занимает 16 гектаров, тоже немало. А это у нас очковый медведь или анский медведь. Ну, по названию понятно, что он живет в Андах. Это достаточно крупное животное, хищник. Метр 190 сантиметров в длину, весит 150 килограмм, такая хорошая особь, а самцы покрупнее. Они всеядные, в основном едят растения, там, кактусы, бромелию. Интересно, что живут они в одиночку. То есть они создают пару только в определенные периоды. А в основном все время проводят самостоятельно охотятся и обитают. Их насчитывается сейчас в мире от 20 до 25 тысяч. Ну, то есть это вид, который достаточно хорошо распространен. Это единственный медведь, который есть в Южной Америке. Единственный вид медведя. Вот ему там яблочко бросали. Вообще животных просят не кормить в зоопарке, это запрещено. Они получают сбалансированную пищу. Вот обратите внимание на вольеры, как там чисто. То есть там всегда убрано, нет остатков еды, которые привлекают вот различных там насекомых и, соответственно, могут стать источником болезней. Все почищено. Мы с вами увидим волонтеров, которые работают потом. Вот, Мишка ходит. Вот ему что-то перепало. То есть этот медведь, помимо того, что он в основном питается растительной пищей, на самом деле достаточно серьезный хищник. То есть он может и оленя, и, ну, в общем-то, не брезгует и
такой животной пищей. Ему сделано, вот он живет в Андах на склонах гор. И вот здесь у него такие же условия, такой же рельеф. То есть подобран рельеф максимально близкий к привычкам данного вида животных. Вот интересно, когда-нибудь он пользуется вот этой лежанкой. Вот интересно было бы посмотреть, но, к сожалению, мне не удалось застать. Вот у нас волонтеры работают. Зоопарк, собственность государства австрийского, управляется через одно из министерств. И существует во многом на пожертвование, на дарение. То есть каждый вольер, каждый вид животных имеет своих спонсоров, своих дарителей. А также очень распространено волонтерство, когда специально обученные проходят обучение и бесплатно работают добровольцы по поддержке зоопарка. Вот мы с вами гуляем дальше. Тут дети развлекаются. Возле каждого вольера есть такая бронзовая фигура животного. Ну, это носорог, там дальше вольер с носорогами. Но мы увидим носорогов в следующем фильме, в третьем фильме. Всего я планирую 3 фильма. Вот это вы смотрите второй. Про зоопарк Шонбрунн. А это у нас северный олень. Он не захотел сниматься. Он вот так стоял. Я некоторое время пытался как-то вот дождаться какого-то действия с его стороны, но нет. Он был не в настроении. Зато в настроении были вот эти ребята. Ну, они всегда в настроении. Вот смотрите. Это у них главный. Такой самый-самый главный. Он выше всех сидит и контролирует ситуацию. А тут ниже, ну, как известно, обезьяны это животные с четко налаженной социальной структурой. Они живут стаями. И в стае есть определенный порядок, определенный свод законов неписанных, который стая соблюдает. И вот это у нас вожак. Он так сидел очень долго. То есть я несколько раз проходил мимо этого вольера, несколько раз снимал его, и вот он, не меняя позы, ну, видимо, оттуда ему удобнее за всем наблюдать и все контролировать. Очень серьезный такой товарищ. Так, устраивается поудобнее. Не знаю, за обезьянами можно наблюдать бесконечно. Мне очень нравится, как они играют, как они вот ведут себя. Вот видите, то есть это опять же очень масштабный такой вольер, сделан в виде горы, камни, деревья. И там живет их вот эта стая. А это у нас вольер с козочками, козликами и осликами. Вот мы с вами все это потом увидим. А здесь тоже есть обезьяны. Во многих вольерах разные виды сосуществуют. Например, с носорогами рядом живут антилопы. Ну, видимо, так подобрано, чтобы у них не было каких-то конфликтов и непонимания друг с другом. Мы идем мимо пеликанов. Это у нас пеликаны. А пеликанов я в свое время... У меня есть очень хорошая фотография, как-нибудь выложу. Пеликаны на досках. А доски находятся примерно в 100 метрах от берега. Это Аруба. Там пляжи низкой волны. И вот на пляжах низкой волны там, видимо, когда-то лодки
лодки причаливали рыбацкие, и там такие бревна вбиты в воду, видимо, за которые швартовались. И вот на этих бревнах обычно сидит, вот каждое это бревно обязательно занято, 3 или 4 пеликана. Там сидят. Вот очень интересно смотреть. Такая птица, склонная к наблюдению. За ними очень интересно наблюдать, как они охотятся. То есть она пулей летит, и пулей потом сжимается клювом в воду, а пулей в воду. Хватает рыбу и дальше. А сейчас у нас будет интересное животное, интересный зверек. Это полосатый мангуст. Иначе его называют зебровый мангуст. Это хищник из Африки. Живет южнее Сахары. Они живут стаями по 10-20 зверьков, вот таких. И у них тоже ярко выраженные социальные отношения, социальные роли. Живут вместе взрослые, там, дети, подрастающее поколение какое-то. То есть у них четко распределены роли. Весит такой зверек около 1,5 килограмм. И у него от 10 до 15 полосок. А главное оружие этого хищника – это 36 зубов, которые очень острые и очень крепкие. Живут они в норах. Вот вы видите там множество нор. Вот они в этих норах живут. Это для них специально сделали какую-то конструкцию, где они тоже нарыли нор. Эти зверьки, они активны днем. Ночью они спят в норах, а днем они занимаются охотой. И главное у них пища – это всякие насекомые, а также мелкие животные, ну понятно, мыши, которые за все отвечают и везде, лягушки, сороконожки, ну вот такое. То есть они санитары в Африке. Очень интересно наблюдать за ними, они такие смешные. Вот смотрите. О, пошел. Какой, походка какая. А мы с вами гуляем по Шонбрун. Это центральный павильон. Вот этот павильон 1759 год был построен. Когда-то там завтракал император. А сейчас там ресторан. И деревья Шонбруна пострижены, как будто это живая изгородь из кустов. Ну, это фирменный стиль Шонбруна. А вот это у нас осел Пуату. Имя такое Пуату. Это область на западе Франции. Там же вот был основной ареал распространения этих интересных животных. Они в холке 1,5 метра, очень крупные. У них приметная шерсть. Конечно, шерсть такая роскошная. И использовались вот эти животные исторически на полевых работах. Они сильные, выносливые. И, к сожалению, в военных целях. Вот смотрите, это такая чесалка. Устроена, организована для них чесалка. Они подходят и расчесываются. Сейчас в дикой природе вот этих осликов уже почти нет. Они остались только в зоопарках. И вот это у нас вольер с козочками, про которые я вам раньше говорил. Здесь их несколько видов. Ну, для них сделаны такие лесенки. Это тоже горное животное. И вот смотрите, интересная кормушка. Вот из разных отверстий можно... Интересно, козочка как вот думает, что они отличаются по вкусу из разных окошек для нее или нет? Это детская площадка. То есть там, естественно, люди приходят с детьми. Детям есть огромное количество там развлечений. А потом их можно выпустить в вот такую песочницу. А пока родители сидят, выпивают кофе. Смотрите, вот пейзажи вот этого зоопарка. Туда просто прийти погулять, помимо того, что посмотреть на животных, ну, там просто приятно провести время можно.
А вот это у нас красная панда. Иначе ее называют еще малая панда. Вот живет в природе вот этот зверек в Гималаях и на юго-западном Китае. 1,20 м в длину, и вот из этих 1,20 м 50-60 сантиметров, то есть почти половину или половину, занимает хвост. Знаете, роскошный хвост. Вот эта панда, она великолепный скалолаз. Она живет вообще в горах на высотах до 4000 метров. И вот так лазить — это ее как бы большое преимущество при охоте и при выживании в сложных горных условиях. Весит 5-6 килограмм. Что интересно, на воле панда живет до 10 лет, а в зоопарке до 16 лет. Они похожи, мордочки похожи на енотов, но окрас совсем другой, а мордочка такая, как у енота. Вот это животное спит днем, а охотится ночью. То есть такое ночное. И очень плохо переносит высокую температуру. То есть температура выше 25 градусов для нее это уже проблема для этой панды. Ну, понятно, видите, какой мех. Она очень хорошо утеплена. И поэтому ведет ночной образ жизни. Вот. И кроме того, живет, так сказать, в горах, где достаточно прохладно. То есть для нее, для панды, лето это проблема, а зима это как бы своя естественная среда и погода. Очень миролюбивое животное, но если она обороняется, защищается, мало не покажется. Еще интересно, что вот эта панда чистит себя, она вылизывает все тело. Вот от хвоста и до, вот полностью себя вылизывает, как кошка. И поэтому еще одно название у нее есть, это кошачий медведь. Питается растительной пищей, мы с вами увидим. Сейчас служитель будет ее кормить. Вот видите, ей дает, вот, понесла какой-то фрукт. Вот, и хочет забраться повыше, с аппетитом перекусить. Вот эта панда, красная панда, это государственный символ, государственное животное штата Сикким в Индии. Когда-то Сикким был независимым государством, но это еще в моем детстве. Вот, устроился повыше и с аппетитом перекусывает. Что-то там чамкает. Очень интересное животное. Я за ним наблюдал долго. Просто, что интересно, его структура тела, в общем-то, это не кошачья. А ловкость, с которой она лазит, ловкость карабкается по вот этим веткам, ну просто потрясающая. У вот этой красной панды у нее очень острые, длинные, крепкие когти, благодаря которым она держится и достаточно устойчиво. А сейчас я вам расскажу о том, что предстоит в третьем фильме, каких животных мы с вами увидим в третьем фильме, который выйдет в ближайшее время. У нас будет носорог. Вот он с аппетитом жует траву. У нас будет вот этот брутальный красавец. Вот этот мачо. Вот смотрите, красавец какой. А вот эти интересные свинюшки, которые не простые, а очень даже хитрые. Львица. У нас будет львица. И жирафы, которых я обещал показать еще в первом фильме. Но без них никак, покажем. А также вот этот интересный птиц, который устроился и отдыхает. Это Шонбрунн — прекрасное место, чтобы погулять, заняться спортом или сходить в зоопарк. На этом все. Кликните, пожалуйста, котика, откроется окошко подписки, подпишитесь на канал, поставьте лайк и успехов вам!